Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разберем одно из упражнений цигун, которое является, наверное, основным в цигуне. И это упражнение используют во всех видах цигуна и ушу. Вот. Но, к сожалению, я пришел к выводу, что даже мастера цигуна не понимают смысла этого упражнения. То есть речь идет об упражнении «большое дерево», когда вот таким вот образом стоят практики, подолгу стоят. Вот. И как объясняют это упражнение мне, то есть как чисто энергетическое, то есть основной упор делался на медитативную составляющую этого упражнения. То есть надо было представить себя деревом и представлять, как ты получаешь энергию сверху янскую, иньскую снизу, здесь соединяется все. И вот это упражнение по набору энергии. Вот, но начав изучать осанку, я понял, что смысл этого упражнения совершенно другой. Это вообще не энергетическое упражнение. Это упражнение чисто физическое. И нужно оно для растяжки мышц позвоночника, особенно мелких. Ну, я, конечно, могу ошибаться, не буду спорить, но на данный момент вот у меня полностью вот такое вот мнение и ощущение, что это чисто физическое упражнение. И поэтому, когда ты понимаешь, смотришь на это упражнение как на физическое, то меняется качество выполнения этого упражнения и способ выполнения. То есть, если его делали как энергетическое, то люди не так уж уделяют внимание тому, как они стоят. Вот как попало, расслабленно встали, и лишь бы представлять, вот этот мыслеобраз держать, и все. И тогда стоят подолгу, по 40 минут, по часу, совершенно спокойно в таком трансовом состоянии, да? Вот, но на самом деле мне, например, в этом упражнении, если я его делаю как физическое, даже 3 минут выстоять трудно. И давайте я вот расскажу, как я сейчас вижу это упражнение, да, в чем его смысл. Смысл вот именно в растяжении мышц, особенно шеи и поясницы. Это как раз то, что больше всего страдает у людей. Либо поясница болит, либо шея. И вот, например, поясницу вытянуть еще довольно-таки легко, а вот шею вытянуть очень сложно. Особенно если есть остеохондроз. А это упражнение совершенно безопасное. То есть смысл его в чем? Что если вы возьмете вот так подбородок втянете, вот, то у вас задняя поверхность шеи вся натянется, включая мелкие мышцы. Вот. И вместе с тем вы поднимаете грудь. Вот. Вот натянулась. Теперь, если вы подвернете еще таз, вот такое движение, вот у вас позвоночник получился вытянутый. И чтобы это сделать, чуть-чуть можно ноги не прямые, а чуть-чуть присогнуть. Однако, если держать прямые, то будут растягиваться мышцы, которые делают наклон таза вперед. И вот в таком положении, если стоять, то как раз и идет растяжка мышц позвоночника. Но можно добавить сюда растяжение мышц трапеции, которые, как правило, укорочены при выдвижении головы вперед, при нарушении осанки. И для этого руки опускаются вот сюда, вот в таком положении. И вот здесь у меня еще натянулась и трапеция. И вот вы стоите в таком положении, но вы должны чувствовать натяжение мышц. То есть, если я стал расслабленно, никакого толку нету. Вот если натянулся, вот тогда да. Мышцы начали тянуться, соответственно, будут освобождаться нервы в позвонке. Вот вам энергия и пойдет, куда надо. И вот в таком положении надо стоять. Ну, начать с 1 минуты. Я буду стоять с закрытыми глазами, потому что мне это делать легче. Главное, ощущайте вот это натяжение мышц. Вот. А мыслеобраз, он является вторичным. То есть, почему дерево? Потому что ветви тянутся вверх, а корни вниз. Иными словами, вы представляете растяжение позвоночника дополнительно. Но мыслеобраз это дополнение, а не главное. Главное это натянуть мышцы. Более простой вариант это без рук. То есть вы также подтянули таз, подняли грудную клетку, натянули шею. И стоите.
Очень безопасное упражнение именно для растяжки мышц шеи. Если натянуть сильно, то вы даже боль можете почувствовать в шее. Если мышцы сильно укорочены, вот как у меня, например. Ну и вот так постепенно увеличиваете время. Начинаете, допустим, с 1 минуты. Несколько раз по 1 минуте вот так надо сделать. И вот таким вот образом можно растянуть мышцы шеи прежде всего. Потому что при остеохондрозе опасны всякие вот такие вот растяжки. Они и болезненные, и опасны, и их трудно сделать так, чтобы получить эффект. А вот здесь эффект чувствуешь практически сразу. Если несколько раз сделал, то чувствуешь, что в шее стало намного лучше. Лучше и легче. Вот, поэтому как бы у нас очень много заблуждений на тему вот энергия, ци, прана. И вот из поколения в поколение просто потеряли смысл упражнения этого. Потому что все время оценивали его как энергетическое, что это какая-то космическая прана, ци и так далее. То есть из физического упражнения превратилось в медитационное. Я не говорю, что медитационное это плохо, но смысл потерян. А смысл вытяжения позвоночника, именно освобождение дисков, освобождение нервов. То есть можно это делать как в упражнениях йоги, а можно вот так. И это гораздо легче, лучше, эффективнее и при этом, вот особенно для шеи. Для поясницы, конечно, наклон более эффективен. А вот для шеи вот это очень-очень эффективно и просто. И можно делать где угодно. В метро, например. Встали и тянете шею. Все просто. Вот такие вот на сегодняшний день у меня взгляды на упражнения цигун и на мастеров цигуна. Изучайте осанку, и вы поймете, что все гораздо проще, чем вы думаете. Не выдумывайте весь этот космическую эзотерику, которой нет. Есть простая вот физиология, и ничего больше.